Философия религии – тема достаточно сложная, масштабная, попытаюсь многое структурировать и показать с разных позиций. Надеюсь, у меня это получится, но на этом ничего не заканчивается, и данную тему можно развивать в любом случае, что, я надеюсь, постепенно и буду делать в дальнейшем. Философия религии – это раздел философии, который исследует смысл существования и сущность религии. Философия религии направлена на изучение сущности религии в целом и ее идеальной формы, а также на понимание религии как чего-то приемлемого для разума. Также можно сказать, что философия религии – это философская дисциплина, изучающая проявление и теоретическое содержание религии. Она пытается систематически и рационально давать ответы на вопросы о разумности религиозных утверждений, высказываний, о сущности и формах религий и их практическом значении в жизни человека. Она также может проявляться как религиозная критика или как лингвистический философский анализ формы религиозного языка и так далее. При этом основные направления исторически развитой философии религии различны. Некоторые преследуют герменевтическую цель и хотят понять, в чем особенность религии. При этом они исходят из рассмотрения конкретной религии, которую они пытаются адекватно охватить с внутренней точки зрения. Некоторые выдвигают на первый план рассмотрение требований, предъявляемых со стороны религии. Некоторые пытаются интерпретировать религию как продукт внешних факторов, воля к жизни, конфликты побуждений, эволюционно-биологические механизмы и так далее. Они тесно связаны с критикой религии, поскольку предполагают, что религиозные требования не могут быть погашены как таковые, а религия в принципе может быть заменена. Является спорным то, в какой степени вообще целью философии религии может быть получение общих утверждений. Так Людвиг Витгенштейн называет стремление к общности одной из болезней разума. Уильям Джеймс говорил о разнообразии религиозного опыта, и ему соответствует разнообразие способов его отражения. Можете обратить внимание, про Уильяма Джеймса и Людвига Витгенштейна есть видео на канале, я оставлю ссылки. Также можно сказать, что философия религии – это философское исследование центральных тем и концепций, связанных с религиозными традициями. Философские дискуссии на такие темы восходят к древним временам и появляются в самых ранних известных текстах, касающихся философии. Эта область связана со многими другими разделами философии, включая метафизику, эпистемологию, этику и так далее. Философия религии стремится обсуждать вопросы, касающиеся природы религии в целом. Это может быть бесстрастно выполнено как верующими, так и неверующими людьми. Философ Уильям Роу характеризовал философию религии как критическое изучение основных религиозных верований и концепций. Философия религии охватывает альтернативные представления о Боге или богах, или о том и другом, разновидности религиозного опыта, взаимодействия науки и религии, природы, масштабы добра и зла, а также религиозные трактовки рождения, истории и смерти. Эта область также включает этические последствия религиозных обязательств, связь между верой, разумом, опытом и традицией, концепции чудесного чудес священного откровения, мистицизма, власти и спасения. Большинство философских работ до раннего нового времени, до нового времени включали смесь религиозных тем и нерелигиозных философских вопросов. В Азии примерами могут служить такие тексты, как Упанишады, священные писания индуизма, труды даосизма и конфуцианства, а также буддийские источники, религиозные тексты.
Греческая философия, например, такие направления, как пифагореизм или пифагорейство и стоицизм, включали религиозные элементы и теории о божествах, а средневековая философия находилась под сильным влиянием монотеистических авраамических религий. Ранние современные философы, такие как Джон Лок и Джордж Беркли и другие, можете обратить внимание, про Джона Лока и Джорджа Беркли есть видео на канале, я оставлю ссылки, обсуждали религиозные темы наряду со светскими философскими вопросами. Философию религии отличает от теологии, указывая, что для теологии ее критические размышления основаны на религиозных убеждениях. Кроме того, теология несет ответственность перед авторитетом, который инициирует ее мышление, речь и свидетельствование, в то время как философия основывает свои аргументы на основании вневременных доказательств. Некоторые аспекты философии религии классически рассматривались как часть метафизики. В метафизике Аристотеля необходимой первопричиной вечного движения был перводвигатель. Как и философия религии, две научные дисциплины, религиоведение и теология, также имеют дело с религиями, религиозными утверждениями и явлениями. Религиоведение – это историческая эмпирическая дисциплина. Она описывает и объясняет религиозные воззрения, но оставляет открытым вопрос о том, верны ли они. В своей исторической части она, как история религии, исследует развитие, содержание и проявление отдельных религий, а также влияние различных религий друг на друга. В своей систематической части она посвящена общим религиозным явлениям и их взаимосвязям, сущности религии в целом и типам религии, религиозному опыту и практикам. Кроме того, она обсуждает вопрос о том, существуют ли общие законы или тенденции для развития религии. Также сюда входят теории о возникновении религиозных воззрений и их зависимости от психических, социальных и экономических условий. В качестве разделов религиоведения можно рассматривать религиозную психологию и религиозную социологию, в то время как религиозная психология занимается психологической стороной религиозной жизни и опыта их условиями. Религиозная социология занимается социальными факторами развития религий, их взаимосвязями с формами социальной жизни и структурой религиозных сообществ и институтов. Что касаемо теологии, теология всегда относится к определенной религии. Богослов не только описывает, объясняет и систематизирует, как и религиовед, содержание веры в рассматриваемой религии, но и представляет ее сам, делает религиозные заявления. Задача теологии состоит в том, чтобы осветить и раскрыть содержание веры в рассматриваемой религии. Она стремится к концептуальному разъяснению и определению содержания веры, используя при этом научные методы. Что касаемо философии религии, она не является чисто эмпирической дисциплиной. Ее один из самых важных вопросов – это вопрос о разумности религии и веры. Хотя фундаментальная теология стремится к рациональному обоснованию веры, в ней это происходит в форме оправдания. В отличие от философии религии, в ней вера, а не разум всегда рассматривается как эталон. Винфрид Лёфля представил классификацию 5 основных типов. Первый тип – анализ и формулировка религиозных представлений. Например, Фридрих Шлейермахер, Людвиг Витгенштейн. Исследуется особый тип чувства жизни мира, который формирует ту или иную религию или конкретную религию. Второй тип – вопрос о сущности религии. Например, Рудольф Отто, Георг Гегель, Мартин Хайдеггер. Делается попытка понять сложность феномена религии и выявить своего рода сущность. Третий тип – анализ религиозного языка, изучение своеобразия религиозного языка и его отличия от других способов использования языка. Четвертый тип – уточнение соотношений между религиозными объяснениями и другими объяснениями. Например, Ричард Суинберн, Людвиг Витгенштейн более подробно освещается своеобразие религиозных объяснений и их сходство и отличия от других способов объяснения. Пятый тип – защита разумности или неразумность религии. Исследуется вопрос о разумности религиозных объяснений, позиции, которые их оспаривают, часто объединяются под критикой религии. Религия – это чувство абсолютной зависимости, стремление к Богу бесконечному. Фридрих Шлейермахер.
Религия – это культурный феномен, сосредоточенный на деятельности, которая, по мнению людей, раскрывает высший смысл человеческой жизни и участвует в окончательном решении человеческих проблем. Религия часто включает в себя понятие Бога или святости. Кишимото Хидео. Выделяет несколько положений. Первое, у людей есть религиозное желание, и именно поэтому религия создана. Точно так же, как у людей есть стремление к красоте и добру, у них есть стремление к религиозным вещам, и это создает религию. Точка зрения, согласно которой конечный смертный человек желает бесконечности. С точки зрения наличия религии можно считать, что человек не до конца понимает религию. Второе. Идея о том, что религия основана на откровении. Религия устанавливается тем, что дается человеку из трансцендентного существования. Третье. Считается, что человек создал Бога как концепцию, которая оправдывает чувство страха и благоговения, которые человек испытывает к непознаваемым событиям и существованию, которые он воспринимает. Например, природные явления, такие как гром, ветер и другие эмоции из-за бедствий, болезней, страданий, они могут быть позиционированы как техники Бога. Считается, что если человек будет бояться этого, то он соорудит алтарь и вступит в диалог, что в конечном итоге приведет к появлению формализованной религии. Со временем появляются те, кто проповедует, те, кто направляет людей, и тогда рождаются мысли, доктрины. Бог относится к уникальным понятиям, таким как бесконечность и вечность. Можно сказать, что религия – это исследование, которое проповедует, как существовать во всех средах, которые нас, людей, окружают и в которых мы находимся, включая бесконечные и непознаваемые или постепенно познаваемые области. Рождение философии было связано с возникновением скептицизма по отношению к традиционным религиям. Философия выполняла задачу интерпретации и переосмысления внутренней сущности или внутреннего содержания религии с помощью разума. В эпоху Просвещения был выдвинут критический взгляд на веру, теологию с точки зрения философии, что привело к отрицанию религии разумом или вызову, который бросает вера разуму. Философия религии родилась, когда сознательно была занята позиция, при которой возникла попытка переосмысления содержания веры с позиции разума как посредника. Иммануил Кант установил эту позицию. Кант интерпретировал содержание христианской веры с точки зрения практического разума, как мораль, и попытался раскрыть истину христианства как универсальную истину человека. В этом контексте Кант открыл путь к философии религии, целью которой является разъяснение универсального значения религии для людей путем понимания содержания конкретной религии как чего-то, что встречается в глубинах разума. Позже Фихте, про Фихте есть видео на канале, я оставлю ссылку. Шлейермахер, Гегель и другие продвинулись дальше по пути философского понимания религии, но Шлейермахер играет важную роль в развитии философии религии. У Канта религия сводилась к морали, но Шлейермахер утверждал, что религия имеет свою собственную область, которая отличается как от морали, так и от метафизики в человеческом опыте, и что религия состоит в том, чтобы поместить неотъемлемую природу религии в интуицию Вселенной. И также религия – это сдача себя абсолютному и принятие его действий такими, какие они есть. Гегель придерживался подхода, отличного от подхода Канта, который интерпретировал религию как мораль, и Шлейермахера, который воспринимал религию как субъективную эмоцию. Гегель рассматривал религию как основу жизни, а философию религии как возникновение высшей или фундаментальной глубины жизни. И задача философии религии – постичь неизбежный процесс развития и углубления жизни, в котором различные формы человеческой жизни приводят нас к религии.
Кierkegaard или Кierкегор, про него есть видео на канале, я оставлю ссылку, поместил религию в место, где разум должен быть сломлен. Философия религии – это дисциплина, которая развивалась вокруг отношений между человеком и трансцендентным. Другими важными философами являются Фридрих Ницше, про Ницше есть видео на канале, я оставлю ссылку, и Мартин Хайдеггер и другие. Франц фон Кучера утверждал, религию можно понимать как комплекс учений и воззрений, норм, взглядов и практик, чувственных установок, языковых выражений, символов и знаков, которые определяют жизнь сообщества и выражают себя в институтах. Общей точкой отсчета этого комплекса является трансцендентное. Каждая религия содержит более или менее четкий кодекс, предписывающий правильное поведение, как люди должны относиться друг к другу, а отчасти и то, как они должны относиться к природе, как иметь правильное мышление в целом. Трансцендентное является предметом религиозных чувств, таких как любовь, благоговение, доверие, застенчивость или страх. Чувственное отношение к божественному влияет на самооценку людей. Например, они могут быть отмечены чувством ничтожества, бессилия, вины. Религиозные чувства также относятся к человеческой жизни в целом и в положительном случае могут проявляться как общая жизненная уверенность. Убеждения, эмоциональные установки религии выражаются на языке, который часто содержит конкретные способы выражения, формулы и символы. Общая особенность религиозных утверждений заключается в том, что они меньше описывают трансцендентное, чем разъясняют его с точки зрения опыта. Религиозный язык не стремится к понятийной точности, как и в поэзии. В нем большую роль играют метафоры, образы и притчи. Аналогично поэзии, реальный смысл религиозных утверждений и высказываний часто заключается не в том, что говорится в буквальном смысле, а в том, как нам что-то показывается. Важной функцией культа является заверение верующих в близости и реальности божественного. Религиозные культы могут быть празднованиями и не только. Характерной основной формой религиозного культа является жертвоприношение, когда божеству преподносится дар. Религия – это социальное явление. Верующий считает религию традицией сообщества, в котором он рождается или к которому присоединяется. Сообщество организует учреждения. Религиозные обязанности включают в себя обязанности по отношению к сообществу и его учреждениям. Религии различают две области, которые противопоставляются друг другу, как имманентные и трансцендентные. Границы между имманентным и трансцендентным очень различны в разных концепциях, поэтому то, что является трансцендентным по одной концепции, считается имманентным по другой. Вообще имманентным считается то, что доступно нам в повседневном опыте, человек и природа в их нормальных проявлениях, но не все, что доступно внешнему или внутреннему опыту, уже считается имманентным. Например, ежедневный восход солнца, который может показаться всегда повторяющимся чудом. Имманентное рассматривается не как автономная часть общей реальности, а как зависимая от трансцендентного и его проявлений. Трансцендентное воспринимается в религиях как большая реальность. Это абсолютная, безусловная, последняя, высшая реальность, последняя причина имманентных явлений. Оно доступно нашему обычному опыту и пониманию лишь частично и только в приближениях и всегда остается непостижимым. Поэтому оно также ускользает, несмотря на возможные человеческие возможности, воздействие, человеческий контроль и так далее.
трансцендентное предстает первичным. Это источник безусловных ценностей, в котором человеческая жизнь приобретает смысл, которого она не находит в эмпирической области. Вопрос о смысле жизни ведет к вопросу о смысле страданий и неудач. Мы задаемся вопросом, не имеет ли, вопреки всему, то, что мешает нам жить полноценной жизнью, какой-либо положительной функции в более широком контексте. Аналогия применима к смыслу истории. Приносились в жертву счастья народов, мудрость и добродетель отдельных лиц. Возникает вопрос, имеют ли эти жертвы смысл. Такой смысл не может быть установлен эмпирически, поскольку при имманентном рассмотрении исторические события возникают исключительно из неисчислимой массы решений отдельных людей. Таким образом, вопрос смысла выходит за рамки имманентного рассмотрения и направлен на ценность жизни и истории в более широком контексте. Различные религии имеют различные представления о высшей конечной реальности, ее источнике или основании или отсутствии. И важно то, что является ли высшая реальность личным Богом или это безличная реальность. Пауль Тилих и Рудольф Отто были очень обеспокоены данной тематикой. В западных религиях наиболее распространены различные формы теизма, в то время как в восточных религиях существуют теистические, а также различные нетеистические концепции конечной реальности.
Существует также несколько философских позиций в отношении существования Бога, которые можно занять, включая различные формы теизма, такие как монотеизм. Монотеизм – религиозное представление о существовании только одного Бога или о единстве Бога, и политеизм – система верований, религиозное мировоззрение, основанное на вере в нескольких божеств, обычно собранных в пантеон из богов и богинь. Политеизм является религиозной системой и типом теизма, в рамках которого политеизм противостоит монотеизму, вере в единого Бога, и атеизму, отрицающему существование единого Бога и любых других богов. Агностицизм – философская концепция, согласно которой мир непознаваем и люди не могут знать ничего достоверного о действительной сущности вещей. Позиция религиозного агностицизма заключается в том, что люди не могут знать ничего достоверного о Боге или богах. Для агностиков существование Бога, божественного или сверхъестественного, неизвестно или непостижимо, и различные формы атеизма, отрицания безбожия, отвержение веры в существование любого божества Бога, в более широком смысле атеизм – простое отсутствие веры в существование богов, в более узком убеждение в том, что богов не существует. Атеизм противоположен теизму, понимаемому в самом общем случае как вера в существование одного или нескольких богов. Атеизм часто понимается также как отрицание существования сверхъестественного, вообще богов, духов, других нематериальных существ и сил загробной жизни и так далее. По отношению к религии атеизм – мировоззрение, отрицающее религию как веру в сверхъестественное. Монотеизм – религиозное представление о существовании только одного Бога или о единстве Бога. Кит Яндел в общих чертах указал, что есть три вида монотеизма – греческий, семитский и индуистский или индийский. Греческий утверждает, что мир существовал всегда и не верит в креационизм. Креационизм – это религиозная и философская концепция, согласно которой основные формы органического мира, жизнь, человечество, планета Земля, а также мир в целом рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом, или провидение, Божий промысел. Провидение, Божий промысел – целесообразное действие Бога, высшего существа, направленное к наибольшему благу творения вообще человека и человечества в особенности. В то время как семитский монотеизм верит, что мир был создан Богом в определенный момент времени и что этот Бог действует в мире, индийский монотеизм учит, что мир не имеет начала, но что существует Божий акт творения. Попытка предоставить доказательства или аргументы в пользу существования Бога является одним из аспектов того, что известно как естественная теология. Это направление пытается оправдать веру в Бога независимыми основаниями. Возможно, большая часть философии религии основана на предположении естественной теологии о том, что существование Бога может быть оправдано или оправдано на рациональных основаниях. Велись значительные философские и теологические дебаты о видах доказательств, обоснований и аргументов, которые подходят для этого дискурса. Восточные религии включают как теистические, так и другие альтернативные позиции относительно конечной природы реальности. Джайнизм – древняя дхармическая религия. Философия и практика джайнизма основаны в первую очередь на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Всякая душа, преодолевшая телесную оболочку, оставшись от прежних жизней и достигшая нирваны, называется дживой. Придерживается дуалистической точки зрения, согласно которой все существующее – это материя и множество душ, душа джива, не зависящих в своем существовании от верховного божества. Существуют также различные буддийские взгляды, такие как взгляд Херавады, Абхидхармы, согласно которому единственными в конечном счете существующими вещами являются приходящие феноменальные события дхармы и их взаимозависимые отношения, взаимозависимое возникновение. Буддисты Мадхьямаки считают, что высшая реальность – это пустота. В индийских философских дискурсах монотеизм защищали индуистские философы, особенно сторонники системы Ньяи, в то время как буддийские мыслители выступали против концепции Бога-Творца. Различные философские позиции даосизма также можно рассматривать как нетеистические в отношении высшей реальности Дао. Даосские философы придумали различные способы описания конечной природы вещей. Например, даосский мыслитель Сюань Сюэ
Сюань Сюэ – философское учение 3-4 веков в Китае, получившее также название неодаосизма, представляющее собой синтез даосизма и конфуцианства. Ван Би утверждал, что все коренится в небытии, в ничто. Гуосян, как конечный источник вещей, рассматривал спонтанное самопреобразование. Традиционно джайнизм и буддизм не исключали существование ограниченных божеств или божественных существ. Они лишь отвергали идею единого всемогущего Бога-творца или первопричины, провозглашаемую сторонниками монотеизма. Все религии отстаивают определенные ценности и идеи морального блага. Немонотеистические индийские традиции находят высшее благо в нирване. Нирвана – ниббана, угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения, страстей. В буддизме нирвана имеет ряд взаимосвязанных определений: свобода от желаний, привязанности и страданий, то есть отсутствие их влияния на события жизни, освобождение от страданий от круга рождений и смертей сансары, состояние сознания, в котором дхармы, частицы потока сознания, пребывают в покое, наиболее глубокий уровень реализации постижения практикующих буддийскую йогу в раннем буддизме и в Тхераваде, достижимое после искоренения всех омрачений, отравляющих сознание ядом вожделения, гнева, невежества. Такое состояние названо нирвана с остатком. Или мокша или мукти, в индуизме, джайнизме и раннем буддизме освобождение из круговорота рождения и смерти, от всех страданий и ограничений материального существования, что ведет к освобождению от страданий, от цикла перерождения и нравственности является средством достижения этого, в то время как для монотеистических традиций Бог является источником или основой всей морали. Мировые религии также предлагают различные представления об источнике зла и страданий в мире, то есть о том, что не так с человеческой жизнью и как решить и освободиться от этих дилемм. Например, для христианства грех является источником человеческих проблем, в то время как для буддизма это жажда и невежество. Общий вопрос, который задает философия религии, заключается в том, какова связь, если таковая имеется, между моралью и религией. Брайан Дэвис излагает 4 возможных тезиса. Первый тезис: мораль каким-то образом требует религии. Одним из примеров такой точки зрения является идея Канта о том, что мораль должна привести нас к вере в моральный закон и, следовательно, к вере в сторонника этого закона, то есть Бога. Второй тезис: мораль каким-то образом включена в религию. Основная идея здесь заключается в том, что быть нравственным – это часть того, что значит быть религиозным. Третий тезис: мораль бессмысленна без религии, потому что без нее у человека не было бы причин быть нравственным. Четвертый тезис: мораль и религия противоположны друг другу. С этой точки зрения вера в Бога означала бы, что человек будет делать все, что велит Бог, даже если это противоречит морали. Монотеистические религии, которые стремятся объяснить мораль и ее связь с Богом, должны иметь дело с так называемой дилеммой Евтифрона. Дилемма Евтифрона – одна из проблем философии в форме дилеммы. Имеет основанием диалог Евтифрон-Платона и формулируется так: выбирают ли боги добро, потому что оно благое, либо же добро благое, потому что выбрано богами. При признании истинной первой части дилеммы получается, что человеческая мораль формируется независимо от богов. При признании истинным второго боги являются первоисточником морали и могли бы провозгласить благим все, что угодно, то есть мораль является предметом случайной прихоти богов. Используется атеистами в качестве обоснования тезиса о том, что мораль от религии не зависит. В философском теизме эта дилемма может быть изменена применительно к философскому теизму, где она по-прежнему является объектом богословских и философских дискуссий, главным образом в рамках христианской, иудейской и исламской традиций. Еще одной важной темой, которая широко обсуждается, является проблема свободы воли человека и всезнания или всеведения Бога. Теодицея – совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым божеством, несмотря на наличие зла в мире, так называемая проблема зла.
Термин был введен Лейбницем в 1710 году. Про Лейбница есть видео на канале, я оставлю ссылку. Наиболее известным и экзистенциально значимым возражением против религиозных убеждений служит проблема зла, которую часто также называют проблемой теодицеи. Проблему зла в основном различают по физическим и моральным недостаткам. С одной стороны, физическое зло существует без морально значимого воздействия на человека. Стихийные бедствия, болезни, страдания и так далее. С другой стороны, моральное зло связано с морально значимыми действиями человека, например, преднамеренное или неосторожное причинение физической или душевной боли. Промежуточное положение занимает физическое зло, возникшее из-за морального зла, например, причинение вреда людям в результате экономических ошибок и разрушения природы. Кроме того, проводится различие между необходимым злом, совершаемым ради большего блага, и бессмысленным злом, в котором такая связь не очевидна. Мнения, которые развивают возражения против разумности религиозных убеждений из факта зла, различаются по следующим связям. Первая связь – связь с основным фактом того, что зло вообще существует. Вторая связь – связь с конкретными масштабами зла. Отсюда по-разному развивается возражение против разумности религиозных убеждений. Наиболее сильным тезисом является тезис о несовместимости существования зла с существованием доброго Бога. Согласно этой точке зрения, невозможно, чтобы для зла могли быть какие-либо веские причины, которые были бы совместимы с существованием Бога. И также утверждается, что зло – это соответствующее божественное наказание за грехи, что настоящая свобода предполагает определенную степень физического зла, или что зло дает возможность улучшить наш характер. Наконец, позиция состоит в том, что смысл зла должен оставаться неизведанным для человека, поскольку он не обладает уровнем познания Бога. Мировые религии выдвигают различные теории, которые утверждают жизнь после смерти и различные виды посмертного существования. Это часто связано с верой в бессмертную индивидуальную душу или я, отдельного от тела, которая переживает смерть. В защиту этого выступают Платон, Рене Декарт. Можете обратить внимание, про Платона и Рене Декарта есть видео на канале, я оставлю ссылки. Монотеистические религии, такие как христианство и многие индийские философы. Эта точка зрения также является позицией по проблеме, главным образом касающейся дуализма. Кант утверждал, само существование души не доказывает ее бессмертие, поскольку можно предположить, что душа, даже если она абсолютно проста, все равно может исчезнуть или потерять свою интенсивность. Бертран Рассел, про Рассела есть видео на канале, я оставлю ссылку, выдвинул общенаучный аргумент против загробной жизни следующим образом. Люди являются частью повседневного мира, которым занимается наука, и условия, определяющие их существование, можно обнаружить. Мы знаем, что мозг не бессмертен, и что организованная энергия живого тела становится, так сказать, демобилизованной после смерти и, следовательно, недоступной для коллективных действий. Все свидетельствует о том, что то, что мы считаем нашей ментальной жизнью, связано со структурой мозга и организованной телесной энергией. Поэтому разумно предположить, что ментальная жизнь прекращается вместе с прекращением телесной жизни. Буддизм – это одна из религий, которая утверждает посмертное существование через перерождение. Другие дискуссии касаются таких явлений, как околосмертные переживания, исследования реинкарнации и другие парапсихологические события.